Всем привет! И снова мы с вами. Да, к счастью или к сожалению для вас самих. Сами решайте. Ну, к счастью для вашей клиники, что у них будет новое поступление. Клиентура. Да, и деньги. Это подкаст. Мы выходим много где. Мы ваши ведущие, которых вы раньше слышали только аудио. Теперь еще лицезреете. Ну, если найдете. Да, если найдете. Вот. Не забываем про конкурс. Да, конкурс в наших телеграм-каналах. Обязательно участвуйте. Это продлевает нашу жизнь. Это дает нам стимул жить. По крайней мере, если вы участвуете, знаете, мы еще живы. Если выиграете, отправка, Мы всё всё вам это, отправим. да, и все это бесплатно, ничего бабок не просим. Вот, продолжаем тему прошлую. Отношения на одном уровне или все сложнее? Да, Звезда. да. В общем, дело в чем? Я пересмотрел сериал «Секс в большом городе». И тебя подсадил на это. Я так и не досмотрела, мне времени Ты и нет. «Белый лотос» не досмотрел. Досмотрела. «Белый лотос». Его досмотрела. Там всего лишь 8 серий. Я думала, там будет эпичней. Что? В целом это эпично для сериала нынешнего Только времени. 2 человек умерло. А это прикол сериала, там не все умирают. То есть там определенный человек умирает, и или ты заранее знаешь, кто это, но не знаешь, из-за чего. Или ты не знаешь, кто умрет, но кто-то умрет. То есть поэтому финал, типа, этот. Ну, в общем, я Ну посмотрел. окей, да, можно было рассуждать о том, что там кто-то умрет из семьи, но в итоге семья осталась. Ну, Типа, вот я это. думала, тот мужик хотя бы Ну, доведет дело до конца. Он решил сначала семью свою, а потом такой, не-не-не, я перепутал. ну, вот Передумал. эти два брата-акробата. Тема не раскрыта! Да, Тема не надо было продолжить. Надо было. Тут столько... Именно самим братьям. Вот. Да, я про это и говорю. Посмотрите «Белый лотос» 3-й сезон, я рекомендую. Вот. Так к чему я посмотрел «Секс в большом городе»? И понял, что про разницу поколений в сексуальной жизни, они разные. То есть что-то есть схожее, что-то понятное есть, и понятное дело, у них раньше типа смс-ки, звонки, а у нас теперь Telegram, WhatsApp, WeChat, какао-толки. Ну, то есть, типа, все разное. Но при этом всем должно было остаться все равно все одинаково, а нет, поменялось. Люди теперь, возвращаясь к прошлому выпуску, а вы послушайте, если не слушаете. Вот, посмотрите. Мы проверим. Потому что иначе вы ничего не поймете. Они выбирали, кто покрасивее, кто получше, кто этот. Посостоятельней. Да. Да. А теперь нет. Нет, посостоятельней до сих пор выбирают. Но стало как будто меньше. То есть раньше это более котировалось. Да, Более лучше шло. А сейчас это все. Ну, я не знаю, с одной стороны, может быть, это всеобщая лень людей на массовом уровне. Все обленились. Не думаю. Ну ладно, не все. Например, мы. Мы не обленились. Ну, почему? Просто я даже такое мнение слышал, что зачем... Мне нужно среднего достатка. Суперсостоятельный, значит, супер занятой. И значит, много проблем возможно в будущем. Не вижу проблем. Доллары закрыли мне глаза, я не вижу проблем. Ну, типа, он будет более состоятельный и так далее, и как бы он Ну, начнет изменять. он будет более состоятельный. У тебя будут деньги на развитие, например, своего бизнеса. Ну, изменяет он тебе, изменяй и ты. Просто не спите больше вместе. Потому что как все-таки найти? Не то, что найти. Ну, ладно, не найти. Как люди выбирают себе партнера на определенный срок времени? Про всю жизнь, к сожалению, уже мы не можем сказать. Да, сейчас никто... Слушай, в Советском Союзе... Может быть, на всю жизнь одного из партнеров. Кто знает. Нет, просто я могу сказать, что в Советском Союзе разводы-то были. Были.
Их просто никто не Их не афишировали. Да, но они были. При том, что многие люди просто жили а-ля вместе, типа семья, но они уже не спали с друг другом. Ну И да. уже, можно считать, был развод. Но просто, Просто вы соседи жили. да, но просто на работе не поймут, в партии не поймут. И как бы вот такая история. Но тут другая история произошла. Китай. Аналитика Китая. Люди, те, которые амбициозные, начали расписываться со своими лучшими друзьями. Для чего? Для того, чтобы... Это выгодно. Потому что, чтобы родители отстали, отстало общество, Кстати говоря, гениальный ход. и при этом всем вы лучшие друзья. Вы можете жить вместе. И вообще не париться. Да, Каждый занимается чем хочет. Хоть там каждый вечер барбекю устраивать. да, и при этом всем никто не говорит, что нужно с кем-то спать, не нужно. Гениально. Но при этом всем есть пары в аналитике, которые говорят, что вот мы с лучшим другом и так далее, типа, вот, ну, типа там девочка сказала, я с лучшим другом все расписал. И типа есть те пары, которые даже спят вместе, чтобы даже не закрыть пласт свиданий Ну, и всего такого. Но дети идут под запретом, потому что это уже другой уровень. потому что это уже семейная реальная Да, жизнь. это уже другой уровень взаимодействий. Да, вот, но... Ты не объяснишь ребенку, что это мой друг, это моя подруга. Да, ну то есть как бы... Это немного нарушит мировоззрение Нет, тогда они ребенка. просто станут обычной семейной парой. Ну, то Ну есть, типа, да. все. А есть те, которые просто расписываются с лучшими друзьями и при этом ходят на свидание, обсуждают потом дома Как оно прошло Да, там. то есть, типа, Ну, кто с кем офигенно. переспал, кто не переспал. С одной стороны, офигенно, чтобы, ну, отстали от тебя общество, там, Да, так но далее. получается проблема Ну, в другом, это... что к тебе настолько сильно пристают, что ты уже такой, типа, ну, Отстаньте. ну надо хоть с каким-то другом расписаться. Ну, реально, на самом деле, общество очень зациклено на то, чтобы была создана новая ячейка общества, потому Мгм. что, ну, демография, все мы понимаем, но и все люди так живут. Многие люди не понимают, когда человеку, ну, где-то 40, ну, ладно, 38-40, и если он не был в браке ни разу, люди его не поймут. Они думают, Нет, что с этим человеком что-то не А так. я согласен, кстати, с этими людьми. Что-то не так? Да, если человеку, ну, если, к примеру, какому-то там, ну, уже мужчине, наверное, 35 и так далее, я бы, и он такой, типа, вот я ни с кем не в браке, ничего, тогда следующий вопрос, а были ли долгие отношения? И если там уже оказывается, что и долгих отношений толком не было, тогда это уже, для меня это довольно, ну, о чем-то это говорит. То есть все равно есть какое-то понятие, как сексуальное влечение. Это да. И Но подожди, но может быть просто, ну, он закрывает гештальт сексуального влечения там быстрыми свиданиями. да, Такое тоже может быть. да, но получается, этот человек в целом, кроме себя, никого не видит. Тоже плохо, с одной Вот. стороны, да. И типа таких людей даже я бы в компанию, к примеру, ну, я бы не нанимал. То есть я бы подумал, что этому человеку, если Не, он ну- даже компетентный и супер офигенный, ему там 30 с чем-то, у него есть опыт, все, и сделать его руководителем, то получается, он наймет себе людей, которых Таких же. все достижения, нет, не такие же, они будут его загашать, потому что там каждый сам за себя, это не команда. Он будет нанимать людей, которые будут делать всю работу, а он будет орать на совещаниях и собраниях, что это все вообще я сделал, а не никто. Тоже может быть. То есть у меня такое видение на Не, это. ну а с другой стороны, если, ну, допустим, человек, ну, вот ты сказал 35, например, он там был занят своими проектами, занят, ну, друзьями, например, там, семьей и так далее. Ну, не семьей, которая семья его, а, в принципе, родители, родственники и так далее. Ну, и просто, например, как бы, то ли не хотел, то ли не получалось, например, завести долгих отношений. Тоже вопрос. Ну, все же по-разному бывает. Все по-разному, но чаще всего какие-то долгие отношения это могли бы случиться. Ну, то есть для меня долгие отношения это, к примеру, больше года. То есть за 1 год всего вы уже можете понять минусы, плюсы, и Ну все с да. этим смириться. Да, И то есть получается у человека все отношения были меньше года, а если ты начинаешь углубляться, то этот человек реально только о себе, только про себя. А если он только про себя, значит у него в целом все Значит, он- однодневное. Ну да.
И тогда вот вопрос, типа, а если вы даже будете дружить, получается, в этой дружбе будет не на равных, он будет Он всегда... будет за себя гасить постоянно. Да. Он не будет слушать, наверное, мнение другого Других он может человека. послушать из серии, типа, давай, говори, Сейчас я вставлю свою да, фразу. сейчас ты заткнешься, и тут я про себя начну. Поэтому тут я, наверное, согласен с этим мнением, что если люди как-то только о себе и так далее, то как бы, ну, наверное, такое не Что-то стоит. странное. Вот. Есть, ну, как бы, есть пример, когда 30 с чем-то были долгие отношения, но ничего не получалось. Вот, потом, ну, тоже, кстати, я пришел к выводу, что этот человек только про себя, и он имел долгие отношения просто из-за того, чтобы один раз на ночь найти что-то, это тоже нужно время. А когда ты, типа, в отношениях, ты всегда можешь приехать к ней домой Ну да. и переспать. Поэтому тут, конечно, все индивидуально, но вот сам совсем прям табу и трэш, это, наверное, вот те, у которых не Ну было это даже да, долгих это что-то отношений. уже начинается на психологическом уровне. Есть некоторые дефекты социальности. Ну, если реально получается, да. Если ближе к 35 человек в принципе не состоял, то это уже говорит о том, что что-то идет не так. Да, потому что в Все-таки, 32, к примеру, это еще окей, может, человек до 30, потому что почему-то во ну всем да, мире люди любят четкие цифры. да, это Э, вот, ну, в принципе, оно в принципе. Знаешь, так, из серии пятикратные. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Вот. Поэтому, если он там в 32 какие-то у него там серьезные отношения, и он расписался, то я еще такой, ну окей, ну возможно там карьера, или может быть он вообще из другого города приехал, может быть он в 27 только нашел себя, понял, что он должен переехать из своего там города в другой. Ну да, например. Ну, то есть как Либо будто... кардинально решил там сменить Или все. вообще врач, который учился только до Да, вот, кстати 27, говоря, врачи это... и потом только Не, так... но врачи зачастую находят своих Да, медицинских. но я имею в виду, он ждал, пока он отучится, чтобы переехать в другой город, и поэтому для него в 27 это новая жизнь. Да, для него это То нормально. есть тут Ну все, и для нее тоже, в да, принципе. все это индивидуально, но просто сам факт, что если уже, конечно, 35 и плюс, и типа И ничего чего, нету, это уже наводит на некоторые какие-то моменты. звоночки, что что-то, Да. наверное, не так. Нет, Надо кстати посмотреть говоря, на прям самом деле, детально. да, это очень сильно, потому что если... Ладно, в наших реалиях, в принципе, в нашей Мгм. стране и так далее, это очень сильный показатель, потому что ну, настолько сильно избегать всего Да, в том окружения, числе избегать не то что окружения, а м, избегать ос- серьезности да, какой-либо с серьезности чем-либо. и даже вот осуждения от других о том, что а где пара? Тоже момент, потому что многие такие, а когда? А кто? А у тебя кто-то есть? Кто-то есть или нет? Ну, это мы возвращаемся вот к статистике Китая. Но проблема в том, что, э, как сказать, Китай такая же история, можно считать по менталитету, ну, чем-то схожа в этом восприятии, как Советский Союз, то, что мы обсуждали в Да, первой части, потому что это тоже коммунистическая держава. Да, наша любимая. она работает под ролью сейчас капитализма, в плане того, что там есть свободный бизнес, там ты можешь прийти, открыть, все это сделать, но все равно социальная модель поведения идет коммунизм. Все еще. Они, ну, типа, они полу-полу как-то вот взяли Мгм. разные концепты и объединили их. В связи с этим уже просят к 25 вот это все. Но проблема тут в другом. Давай не будем скрывать такой момент, что китайцев точно больше, чем ну, Да. русских. И если для них, к примеру, для нас Москва это 13 миллионов официально, неофициально около 16 было пару лет назад, сейчас у нас довольно серьезный кризис и, ну, экономический, поэтому многие уезжают даже из Москвы. Да. Это тоже сейчас огроменная проблема для многих компаний. И поэтому, наверное, мы приходим к выводу, что 13-14 миллионов, где-то Да. так, Пекин 30. Почти 3. Там от 22 вроде до 30. Вот что-то такое я видел. Там все время то вверх, то вниз, потому что они все по разным крупным городам. Шанхай еще вроде больше. Мгм. Одна провинция, где там разные города были далеко, сейчас там города друг к другу, это чуть ли не один город, и в совокупности там, что-то я смотрел,
чуть ли не до 90 миллионов может дойти. Ну, то есть, типа, это вот прям Это эпицентр такой. сильно. Мне очень интересно посмотреть, как там на машине ехать. Ну, то есть, типа, или какой там метро уровня, если это еще вроде 5 или 4 разных городов. То есть, вот что-то я такое вот видел в Википедии, что, ну, в любом случае больше, чем Москва. Да. То есть, Пекин в любом случае больше там около 2 раз, чем Москва. И поэтому молодежи довольно сложно попасть на официальную работу. То есть, у них есть система, у нас есть черная, типа, то, что мы обсуждали в первой Мгм. части. У них есть система контрактов. То есть контракт на год. Мгм. Да, также компания платит налоги, там вроде меньше налог и так далее. Вот. Потому что если тебя устраивают официально, там страна будет за тебя стоять горой. То есть, чтобы уволить официально человека еще, который там работал нормально, то есть не Мгм. там, если он работал полгода, его уволили, может прийти там а-ля с налоговой или кто там ответственный за это. К примеру, встречный вопрос, за что? Он мало проработал, он еще не влился. То есть такого уровня начинается. Если он очень долго работал, его уволили не по собственной, а потому что захотели уволить, Тоже вопрос. да, будут вопросы типа, вы что, вот так Хорошего отсеиваете... работника Да, вы просто так. отсеиваете людей, вы не доверяете. Ну, типа, вы вот такие вот плохие. Вот. И поэтому молодежи очень сложно устроиться в связи с этим. Они все время учатся, а из-за того, что населения очень много, у них и конкуренции Да, становится у них больше. Плюс Китай довольно такая закрытая страна в плане интернета в связи с этим. Никакого международного фриланса. И если он даже есть, то это очень минимальный, через VPN, как VPN, не работает. VPN, плюс еще ехать, скорее всего, в Гонконг, чтобы покупать сим-карту гонконгскую или какую-то там другую. Ну, то есть, короче, думаю, ты поняла, что проблем много, и это прям... Ну, знаешь, не как сейчас, к примеру, там из России начинаешь фрилансер, готов там чуть ли не за $5 на американской бирже ради портфолио. И вот он прям говорит честно, я новичок, мне нужно портфолио. Если разрешите о вас говорить, что типа вам понравилось и так далее, то давайте за вообще ни о чем деньги. У них эта система сложная. Отсутствует. Ну, сложная. Но она просто очень сложная. В связи с этим, как тогда там молодому поколению в 25 уже обзавестись, закончить, найти работу, четкую найти работу, найти как бы Жилье. суженого ряженого. Да, жилье, суженого ряженого. Ну, то есть там столько аспектов, и поэтому пошла такая тенденция. Не, ну в их случае понятно. Да, в принципе, да. Почему нет? Я просто про такое слышал в Москве только с теми парами, которые запрещены на территории Российской Ну, Федерации. это база. Я прям примеры знаю, прям четкие примеры, что типа, я могу сказать больше, ты знакома с одной из моих знакомых, которая официально сейчас еще в таком браке. Мгм. Понятно. Ну, ты... Неважно, Мгм. после скажу. Мгм. Вот, там всю историю, и неважно то, что у человека муж взял и эмигрировал, а она с ним в браке, и она такая, что делать? Вот. А, ну, Покупаю. вот, и как итог всего этого, такая система возможна, то, что то же самое будет в России. Я Ну могу да, сказать, если обяжут о том, что почему-то до сих пор не я могу сказать, нельзя. есть негласное правило у госструктур и госкомпаний. Если ты там пацан, там 28 лет, все супер классно, но нужно повышение. Ну, и они говорят, что Мгм. повышение? Колечко на пальчик? Такой, одеваем бижутерию. Нет, они же Да, я паспорт поняла, твой проверяют, да-да-да-да-да. они это видят. Ну, может, Я да. знаю один пример, когда сотрудники, они просто между собой расписывают. Но там вроде браки нормальные. Но все равно. Не, ну типа все живут Когда вместе. на работе Ларисочка Гузеева. Ну, то есть, мне кажется, все не просто так там все-таки это произошло. Потому что я знаю, что в армии в России, если у тебя нету этот... А когда я работал кое-где, в крупном, я думаю, ты поймешь, Мгм. о чем я говорю, было правило офиса, именно главного офиса, что хочешь до главного офиса, хочешь там повышения, хочешь, чтобы тебя нормально воспринимали, владелец компании
четко дал распоряжение, что как бы только как бы женатиков, только вот тут. Причем я знаю, что там половина из них, даже больше половины изменяют, и все это все знают. Ну, то есть там вообще полная. Ну, просто чтоб в паспорте Но стояло. это как раз, кстати, обратная история. Вот это Не, ну, добровольно-принудительные кстати... росписи, они все потом, даже если типа Нет, по а вот любви, они все если... потом изменять начинают, потому что им это нафиг не сдалось. Ну, да. брак. И с одной стороны, вот такая фигня и так далее. Ну, мы рассуждаем о том, что вот эти Мгм. росписи и так далее. Вот если человек, допустим, расписывается, но в случае девушки, Мгм. и же зачастую есть негласное правило, что девушка берет фамилию мужчины. А с Сейчас одной... это, Да. А сейчас это уходит, ну, потому что, блин, это Марокко с документами это всякими. дикая Марокко, я И был я свидетелем такая, у коллеги так. нет, я оставлю свою. Я видел наглядный пример. Коллега захотела, ну, то есть она с парнем давно, они встречались давно, потом она переехала. То есть там, знаешь, типа, Ну, все все серьезно. адекватно. То Да, есть не то, что мы сейчас адекватно. примеры говорим и рассказываем все эти темы. Нет, И там, есть адекватные люди. да, ну, я не могу сказать, что она была адекватной, но Но их веселой. взаимоотношения Да, адекватные. да, то есть, типа, я с мужем ее видел, все окей, там вообще он этот, Ой, все господи. хорошо. Нет, там все это, все А кто нормально. адекватный сейчас? Я. Да не пизди. Сломаю. Короче, она захотела взять фамилию мужа. Ну, там были свои аспекты, свои причины. Ну ладно, там, допустим, фамилия некрасивая девичья и... Ну, поменяешь. типа того, скажем так. Мужу было все равно. Он такой, хочешь, бери, хочешь через тире, хочешь, не бери. Ну, то есть вообще Ну да. все равно. Типа, главное, что все серьезно. То есть довольно, кстати, адекватная позиция, как я считаю. Да. То есть, типа, ему насрать на бумажке, главное, чтобы все было окей. Именно в реальности. Итог. Она официально как бы у нас все устроено на работе, все хорошо. И в один момент банк начинает блокировать все ее карты. Потому что одна фамилия с такой же Потому что именем. налоговая поменяла информацию о ней. А И банки они еще не... не успели. А банки лично в каждый банк идти в отделение Да, и писать да. заявление. Даже когда паспорт же Да. меняешь, надо Но при этом, подходить. то есть в системе налоговой поменялось, в системе СНИЛС, это наша пенсионно-страховая система, так скажем, Там поменялось. не поменялось. Ну на госуслугах В может не пенсионном поменяться. фонде, получается, не поменялось. Это надо лично идти. Почему СНИЛС? вот Да, и ей после этого надо менять права, паспорт. СНИЛС, медицинский полис, получается, подтверждающий вот эту о смене фамилии нужно, Да. потому что там вот обучение, все Мгм. эти дипломы, они же на старую фамилию. То есть всю жизнь ты должен поменять. Да. И если у тебя там были вот И- эти покупки квартиры или Ну, еще всё. что-то, ты везде это все пишешь и такой, господи, за что? Ты никогда в жизни там не знал. В чем дело? Просто у нас сейчас все систематизируют и автоматизируют, и многие люди даже не знают о каких-то определенных там управленческих ресурсах, где автоматически, когда ты покупаешь, там вносят. А вот на изменения ты ходишь и каждое тыкаешь на то, чтобы Сам. поменяли. Очень многие не знают, что домовые книги, потом регистрацию тоже. Да. То есть ты должен предупреждать ЖКХ, если ты в доле или владелец квартиры. То есть все ты должен предупреждать. Стоп, если у тебя компания или индивидуальный Ой, я про предприниматель. компанию вообще молчу. Налоговая поменяет, но теперь, типа, во всех документах ты тоже все это... Ну, в общем, там волокиты Короче, много. да. У нее ничего такого не было, кроме там прав, паспорта, Ну, учебных. это самое такое. Да, тут обычный базовый все равно человек. заколебываешься на минуточку. В итоге, банки ей все заблочили. Один банк только не заблочил, но он ей прислал уведомление, у тебя есть 5 дней. Ну, то есть... Осталось 5 Ну дней. да, то есть, типа, предупреждение. Другие заблочили. Кстати, Тинькофф сразу заблочил без объяснений. Даже ничего объяснять не захотел. Неудивительно. Вообще не удивлен. Этот банк всегда превосходит всех по Все блокировкам. ожидания. Ты зашел не на ту станцию метро. Заблокир! Ты не оформил карту на этой станции метро заблокирован. Ты опоздал на работу. Пофиг, заблокир! Лишь бы заблокирован быть. И в итоге она в афиге. Я такой, давай я тебе помогу, сейчас позвоню, все уточню. В итоге ИНН ее
новый пробивался, ну, то есть все хорошо. СНИЛС нет, но чтобы пойти в СНИЛС, это нужно пойти в МФЦ. У нас такая инстанция просто есть. После этого ты там заполняешь все документы. После этого они отправляют это в пенсионный фонд. В пенсионный фонд ты ждешь еще 5 дней. И потом это еще неделю... Ну, короче, там было так, что чуть ли не 3 недели просто хотя бы одну вещь, а банки-то уже все блокируют. А все. И человек не может ни снять деньги, ни забрать, ну, то есть он ничего не может, не расплатиться. Прошу инициировать смерть. Ну, то есть ты без денег, все. А все. В итоге там вроде как разобрались, через несколько дней и начали что-то разблокировать, и то не полными суммами. Я помню, что она что-то рассказывала про то, что неполную часть суммы, то вот когда все документы придут и вы нам отправите, вот тогда вы можете пользоваться всеми услугами. Окей. И еще компания от лица компании сама еще отправляет документы в налоговую о том, что вот наш человек поменял фамилию в связи с этим. Да, И кстати, сотрудник да, подписывает это, то есть ты должен все это принести. То есть еще и компания должна за это все хреначить. Господи. Нафиг смену фамилии. Я в свое время хотел и имя поменять, фамилию. Такой закидон у всех был. Нет, знаешь, что меня остановило? Я перед тем, как менять, я узнал, сколько документов менять и как их менять. И Вот, я говорю, и- у всех это было до и- того, когда они И узнают, сколько надо когда я всего понял, иметь. что то, все, 5, 10, 11, даже в военкомат идти писать заявление. Да. Я просто такой, типа, да ну нафиг, я уж там с половину посрался, ну типа прошлыми местами, еще туда, не, и типа я такой, не, ну нафиг, после этого я отказался. Вот, поэтому, короче, думайте заранее, чтобы менять фамилию. И даже если вы решили, типа, ничего не будет, если у вас фамилия через тире, это все равно считается новой фамилией, новый Да, символ. все равно вы меняете. Все равно все то же самое делается. Поэтому не меняйте. Но есть Но расписывайтесь. Есть юристы, этим может заниматься юрист. Которые все делают за Да, тебя? и с нотариусом. Логично. 40 тысяч. Ой, поверь мне, такая волокида лучше 40 тысяч заплатить. Вот, поэтому, типа, они... Наши услуги для вас. Сейчас твоя сестра окончит юридическое, сейчас нормально, вот так. Хорошо. Сабин, аффективный брак вообще, вот ты за или против? Смотря в каких ситуациях. Ну, просто в жизненных ситуациях. Ну, смотри, если в ситуациях, которые запрещены в России, это база. Я понял про что-то. Ну, я думаю, все поняли плюс-минус. Это Это база. Москва, Питер, Новосиб, там, не знаю, Владивосток. Фиктивные, если фиктивные браки для гражданства, они изжили себя. А это сейчас становится сложнее. В России так точно. Да, потому что сейчас уже не дают так легко. Да. А вот так вот. Что еще у нас? Фиктивные браки. Фиктивные браки для чего? Для того, чтобы родители, например, поставили человеку условие, что вот ты не нашел жену или не вышел замуж, мы не дадим тебе наследство. Допустим. Но это опять-таки получается роспись как с другом зачастую происходит. Сколько таких случаев в мире? Редко, к сожалению. Ну, то есть, как бы... Фиктивные браки. Ну, что еще можно туда приплести? Ну, камон, за что у нас нужны фиктивные браки? В последнее время они изживают себя. На самом деле. Потому что фиктивных браков становится все меньше и меньше. Типа что? Чтобы что? Чтобы люди считали тебя адекватным, ты можешь расписаться с другом, с подругой. Все. Ну, то же самое, что делают китайцы. А сейчас зачем фиктивные браки? Гражданство, в нашей стране сейчас уже не получить таким образом. Уже сложнее. Да. Сложнее. Они усложняют. 2 года назад я знал пример, когда расписалась знакомая с белорусом, потому что белорусам еще так легко дают. Смотри, я говорю именно про нашу страну. Чтобы в нашей стране, например, кому-то дать Да, русское он гражданство. из Беларуси в Россию приехал и Ему расписался дали... с ней. А ей его. А ей дали 150 рублей. Да. Русских. Перестали
четко выдавать насчет, если ребенок из другой, ну, типа, с другим гражданством родился в России, раньше выдавали гражданство очень легко этому ребенку российское, сейчас уже нет. Сейчас уже Так нет. все приезжали из Узбекистана, Киргизстана, Да. Таджикистана. Даже из Казахстана кто-то приезжал. Просто в чем прикол? Типа, рождался ребенок в Казахстане. Я знал такую схему, потому что это в интернете обсуждалось. Там Казахстан орать начал. Рождался ребенок, они типа жили там, типа работа официальная, все там, ну, находили работу какую-то. А у них гражданство Казахстана. Мгм. Ребенку выдавали паспорт русский. И после этого они бросали свою работу, уезжали в Казахстан и говорили, вот мы два гражданина Казахстана, у нас родился ребенок. Мгм. И ему выдавали второй паспорт. Мгм. Не знаю, насколько таких много, но я знаю, что был скандал вроде насчет этого. После этого они начали более сильно проверять данные. Беременна ты или нет? Нет, Если да, мы не пускаем тебя в нет, Россию. типа появились запросы в Россию, если после родов этого вот гражданина нашего Мгм. ребенку выдавалось ли русское гражданство. То есть вот такое. Ну да. Потому что на это закрывали глаза. Ну окей. Поэтому как бы такое бывает. Такое бывает, что все еще по расчету. Но там пацан просто понял, что он, походу, сделал роковую ошибку. Выбрал ее. За или против фиктивных браков в целом? Смотря какая ситуация. Если первая ситуация, которую, в принципе, я озвучила, пожалуйста. Если вторая, ну, я не вижу смысла в таких. Третья по работе повысит. Ну, опять-таки, с другом это расписаться. Ну хорошо, кого-то ты выбрал, вот и сейчас тебе сказали, надо расписаться. Блядь. Не я. Нет. Нет, нахуй. А у меня нет вариантов. У меня просто нет человека, чтобы с кем-то расписываться. Поэтому я просто сказала, не с кем. Тогда бы искал коллегу на работе, у которого, знаешь, типа, что-то примерно такое же будет. Ну да. О, зато, возможно, премия на работе будет. Сейчас же есть такой прикол негласный. Компании, короче, может чуть ли не государство стимулировать компании на то, чтобы их сотрудники начали расписываться. То же самое с военкоматами. Им никакие, типа, если сотрудник легко отпускает военкомат на проверки, на всякое такое, то им никакие денежные бонусы ничего не дают, но в деле, знаешь, такой плюсик стоит, что, типа, хорошо. Поэтому, ну... Кроличья ферма. Вот, а у меня есть эффективный брак. А тебе что делать, фиктивный брак? Ну, к примеру, тоже, знаешь, там, по работе, если вдруг. Кого бы я выбрал? Какой по работе? Я знаю, кого бы я выбрал. Леру? Не. А, да, у нее там свое. Не, кого я выбрал, это не Лер, не Элкан, а этот... у той тоже парень есть, но мы с ним нормально общаемся. Нет. И возможно, он бы согласился на такую историю, чтобы типа, мы расписались, все. Но опять же, я поставил четкие условия, что типа таких там типа через год, через полтора мы четко, Разводимся. да, знаешь, чуть ли не договор составим между собой, который вообще считается нарушением законодательства России. Да, но, кстати говоря, такие эти но договоры, это они- как раз гарантия того, что если вдруг что, кто-то Никто не скажет, я не хочу. Да. А ты уже подписал. Да, На то есть ты минуточку. подписал, а если это достанется, то ты сразу подумал, что я буду судить. Вот, то есть как бы такой вариант, ну, есть одна, да. С кем бы я, наверное, расписался, но у меня слабок такой нет. Это то, что... Ещё раз. Ситуации у меня таких слабок нет. Ну... Вот, но... Ну и у меня нету, зачем мне это? Но... Не, ну, конечно бы я бы расписался в жизни только с одной. Она еще не знает о моем существовании. Че ты ржешь? Твой Том тоже ничего не знает. Ну, мой вывод такой, реально, что это, во-первых, проще для людей, потому что такой, увы, складывается менталитет, что все устали, все обленились, большинство не хотят работать над собой, вот в таком формате.
ну, в моем понимании, по крайней мере, что люди устали, чертовски устали от всего. По крайней мере, эти Доля правды есть. 5-10 лет все устали. Доля правды есть. Очень сильно. Вот. Какой трэш. Меня все устраивает. Поэтому на этом мы Блядь, заканчиваем. естественно, знал все. А, Шокировал других. Не только вас, но и меня. Скоро наш спонсор будет не школа, а психодиспансер, чтобы они сразу знали, куда идти. Первым пациентом, пожалуй, буду я. А с кем я тогда людей Мы запишем, а потом я туда лягу. Минимум еще сезона 3 тогда. Бабки отбивать-то надо. В общем, на этом все. Всем спасибо. Я тут вот уже в раскорячку. Вот, поэтому... Максимально. Максимально. Ломай. Swag, slay. Я такой слей. Сука, вот это точно вырезать. Посмотрите первую часть, если не смотрели, и поймете, о чем мы. Вот. Всем спасибо, всех Всех любим. Надеемся, мы не умрем. целуем. Ждите новых выпусков. Бог подкаст. Второй.